Всем привет! Наконец-то ко мне пришла заказанная деталь. Это малая продольная стаканного станка 1А616. Похоже, что забрал лучшую из продаваемых на Директлоте. Ну, из тех, которые продаются чуть дороже металлолома. Комплектность вы видите. Винт, турвал или маховик, и просто рукоятка, лимб присутствует. Присутствует также клин. Продавец говорил, что общее состояние хорошее. Ну, в общем-то, относительно того, что там осталось в продаже, оно просто идеальное. Выработки на этой плоскости вообще почти нет. Так что меня будут все время теперь терзать сомнения. А не лишил ли я кого-нибудь хорошей детальки ради своих экспериментов? Но все-таки деталь у меня. А это значит, что очередной небольшой проект можно считать открытым. Все это разберу, осмотрю. Ну, клин присутствует, износ, небольшие задиры тоже присутствуют, но я думаю, не критично. Винт у него, конечно, такой, что он уже вряд ли что-то тут точно отрегулирует. Все вращается, работает, но когда это все было еще в собранном состоянии с клином, было ощутимо заметно, что вал изогнут. Чувствуется это при повороте подъеданием вала через где-то 180 градусов. Но в данном случае вот эта часть меня вообще не интересует. Мне нужны только салазки и клин. Ну, на самом деле ничего критичного тут нет. Даже разница витков винта особо не ощущается. Присутствуют все детали, работает лимб. Нормально фиксируется, повреждений разметки нет. Так что, возможно, в скором времени появится у меня в продаже этот винт, так как для моих проектов применения я ему не вижу. С поверхностями тут все хорошо. Есть какие-то мелкие забоины, но это вообще мелочи. Это все позволит мне значительно сократить время. Так выглядит первая примерка. Выставляю на глаз то, что примерно хочу получить, замеряя вот это расстояние. Это у нас основное. Все остальное, в принципе, можно будет корректировать. Возможно, что буду использовать вот такие подшипники, но не факт. И возможно, что буду использовать вот такой корпус для подшипников, что тоже пока не факт. Крепить, думаю, либо вот здесь, либо сделать какой-нибудь блок вот сюда вовнутрь, возможно, с удалением вот этой перемычки, и установить вал на подшипниках. Соответственно, с обратной стороны будет ведомый шкив. Чем больше он будет, тем лучше. Но с другой стороны есть риски получить сильно выступающий шкив за рамки, и он может, допустим, вот даже за лампу задевать. Ну и просто будет представлять повышенную опасность. Поэтому возможно, что шкив будет примерно вот такой. Этот шкив диаметром 130 мм. Также есть вот такой блин, видимо от какой-то гантели, тоже 130 мм. Нижний шкив, возможно, будет базироваться вот на этом стандартном цанговом патроне. То есть просто скрутить с него гайку и сделать шкив на резьбе. Это один из вариантов. Либо сточить вообще эту резьбу и одеть на нее шкив. Это второй вариант. Ну и третий вариант, просто выточить целиком всю оправку новую. Просто этот патрон валяется, куда его использовать я не знаю. Продавать его тоже смысла не вижу, стоить он будет совершенно копейки. Самая главная вещь, с которой нужно начать, это сделать крепежные детали. Наиболее простой способ из того, что имеется, я рассматриваю в виде вот этой пластинки. Как видите, толщина существенна, 38 мм, если быть точнее. Ну, собственно, размеры написано. И даже вес. Покупал ее как-то на Директлоте, ну, так, чтобы была. А сейчас вот все померил, все продумал. И кажется, что проще всего будет сделать с помощью нее. Однако, отрезать два вот таких кусочка будет недостаточно.
вылет будет меньше, чем нужно. И скорее всего придется будет резать ее вдоль. Ну и оставшиеся фрагменты также потом пойдут либо под рецидержку, либо еще под вспомогательный блок вот сюда. В общем, похоже, что вот этот кирпичик металла уйдет полностью. Нашел даже примерно ремень, но это профиль Z. А у найденного шкива ширина дорожки равняется 13 мм. Все это выставляется за счет координатного стола, он же консоль НГФ. И на данный момент, в принципе, остались последние примерки. И начну с разрезания вот этой штуки. Резать, скорее всего, буду обычной болгаркой. Ну, как обычный. С диском диаметром 230 мм. Конечно же, пластина такой толщины выбрана не случайно. Получается, что крепиться мне нужно будет за ранее подвижную часть малой продольной. Она уже, чем вот этот фланец. И, соответственно, разница по ширине составляет в районе 40 мм как раз. Разница по центрам существующих вот этих и будущих в малопродольной отверстий получается в районе 20 мм. Поэтому и рассчитывается использовать вот такую пластину толщиной почти 40 мм. Ход здесь составляет в районе 80 мм, что, конечно же, за глаза. Примерка по ширине. Видно, что ширина малой продольной 1А 616 практически равняется ширине ласта хвоста, внешней ее части. И в принципе, вот эти блоки можно было бы закрепить прямо вот так, просверлив вот здесь сбоку отверстие. Но в таком случае нагрузка будет целиком и полностью лежать вот на этих болтах, именно силовая. Поэтому я так делать не хочу. Я решил вырезать вот здесь обнижение и сделать что-то вроде штатного фланца для установки вертикальной головки НГФовской. И при таком способе крепления силовая нагрузка будет воздействовать на плоскости, а не на болты. Отрезание ушем — это, конечно, быстро, но далеко не всегда ровно. Сделаю простейшую проверку на плоскостность на ОСП плите.
И самое главное, что мне нужно получить, это параллельность. Вот. Самое главное, все-таки, наверное, не торопиться. Уронил, покорябал, прям в железо упало, со всех сторон все поотбивалось. Самое главное, что здесь нужно получить, это параллельность вот этой и этой грани. Плюс одинаковый размер по высоте. А все остальное это ерунда. Поэтому прошелся летучкой по этой плоскости. И, не меняя размер, вставил второй блок. И сейчас попробую прямо тем же размером пройтись. Думаю, все получится. Да вот и первая примерка блоков. Стоят просто так. Сейчас нужно нанести разметку и сверлить. Ну и гофрезеровывать там, где это нужно. Здесь важно рассчитать крепеж правильно, так, чтобы можно было прикрепить эти блоки к малой продольной и впоследствии, не снимая их, устанавливать или демонтировать всю эту конструкцию, чтобы не было лишних манипуляций и движений при демонтаже. А сама приспособа была реально быстросъемной. Здесь, я думаю, стоит показать, что это все-таки НГФ, причем версия ША-4. С одной стороны, здесь присутствуют отверстия, а с другой стороны, вот честно, лучше бы их не было. Сейчас попробую это продемонстрировать. Я сейчас просто на глаз произвел замеры, и даже так можно увидеть, что все 4 отверстия расположены в абсолютно разных координатах. То есть говорить о том, что вот эта приспособа с этими блоками у меня получится универсальной, уже не приходится. Ну, либо рассверливать отверстия до гигантских размеров. В итоге нанес разметку под сверление 10-миллиметровым отверстием. По крайней мере, именно столько получается достаточным по результатам моих таких грубых замеров на глаз. Это расстояние от ласточкиного хвоста до центра каждого из 4 отверстий. Плюс-минус получается 2 мм максимальная разница. Соответственно, если я увеличу основное отверстие на миллиметр по радиусу, это позволит мне смещать либо в одну, либо в другую сторону по миллиметру. Ну, все это очень грубо, учитывая то, что сверление сама по себе операция неточная. Расстояние между отверстиями, кстати, примерно вот такое, и оно примерно равняется, что на удивление. И высота при этом тоже. То есть расстояние только от ласточкиного хвоста до отверстия почему-то, какое попало. Ну, в итоге я пришел к вот этому расстоянию от ласточкиного хвоста до центра отверстия диаметром 10 мм. И выполнил разметку. Почему я не хочу заморачиваться и не делать именно под этот станок отверстия? Да потому что долбежное приспособление само по себе съемное. Используется оно в основном все-таки для шпонок, которые нужно по-быстренькому сделать. И ради одной шпонки, скажем, перебрасывать долбежную и вертикальную головку будет, конечно же, очень затруднительно. Поэтому рано или поздно будут мысли по поводу заведения отдельного станка. И в плане НГФа все это вполне реально. Можно просто прикупить неполнокомплектный НГФ и поставить на него лишь долбежную головку. Вот именно с таким заделом на будущее я и планирую отверстие. Как говорится, с чем черт не шутит. Собрал небольшую конструкцию, осталось только посверлить. Ну как посверлить? Почти 70 миллиметров.
Первая примерка по месту показала, что одно из отверстий все же сместилось больше, чем хотелось бы. Примерно на 5-6 десяток. Поэтому придется, по крайней мере, одну его сторону расфрезеровывать. С эстетической стороны это, конечно, полная жесть. Ну, куда деваться. Как вы уже, наверное, заметили, в этот раз сразу же озадачился поиском необходимого крепежа повышенной прочности. Так как длина болтов уже будет довольно большой, поэтому обычный крепеж, скорее всего, будет растягиваться. В данном случае прочность 12,9. Крепеж деталей на НГФ, наверное, каждый второй раз заслуживает отдельной истории. Но у меня, благо, есть УСП плиты, и это все гораздо проще. На стандартном столе, конечно, вот такие крепежи делать, это вообще будет почти нереальным. Ну, если только не перекидывать струбцины под столом и так далее и тому подобное. Проблема в чем? Плоскости параллельные ни черта не параллельны. Особенно они не параллельны ласточкиному хвосту. Поэтому пришлось в итоге просто штангелем относительно стола, вот там внизу, упираться в ласточкин хвост и примерно выставлять плюс-минус несколько соток на такой длине, тут уже будет не критично. Но тут снова возникла проблема, ввиду того, что деталь смещена вот в этом направлении слишком сильно, а дальше туда сместить ее не представляется возможным. Нужно подкладывать тогда и поднимать ее, что еще значительно усложнит конструкцию. Поэтому решил попробовать пройти фрезой чисто по верху, подровнять вот эти вот кривые отлитые плоскости. В данном случае очередной раз, конечно же, огромную роль играет выдвинутый вот настолько хобот вместе с вертикальной головкой.
Только благодаря этому можно относительно просто обрабатывать габаритные детали. В итоге все-таки шабер. Иначе фрезой придется будет фрезеровать очень много. Видимо, вот эта поверхность наклонная кверху. Вот такая импровизированная поверхностная плитка, как вы поняли, из параллельки. Она более-менее ровная. Супер точности здесь не нужно. В итоге понял, что все это фигня. Прошелся фрезой не на полный вылет. Сойдет. Видите, сколько бы мне пришлось убирать шабером. Довольно бессмысленное занятие. Базовая деталь основания практически готова. Осталось найти болты подходящего размера. Их просто не оказалось в магазине. Если не найду, буду обрезать. Вот так сделаны посадки. И вот этой посадкой она уже должна садиться на основание НГФ. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Сделать кучу мелочевки. А именно механический привод и ресцедежку.